Весна в самом разгаре, и с усилением громкости кошачьих песен за окном пробуждается желание хозяев усатых-полосатых поотрывать им напрочь все детородные органы. И если одни уже записались на прием к ветеринару, то другие до сих пор верят в старые сказки о кастрации и берегут колокольцы питомца как свои собственные. В этой статье мы рассмотрим все «за» и «против» и развеем старые мифы о такой простой операции. Пожалуй, начнем с самого главного заблуждения о том, что кастрируют самцов, а стерилизуют самок. Названия не касаются пола животного, а описывают метод проведения операции. Кастрация – это удаление всех репродуктивных органов, а стерилизация подразумевает частичное удаление органов или их перевязку. Этот метод применяется чаще для сельскохозяйственных животных, когда требуется сохранить половое поведение зверя, но исключить возможность размножения. Домашних питомцев в основном кастрируют. Второе. Кастрация – это больно. Это скорее полуправда, чем миф. Когда на больших животноводческих комплексах проводят массовые кастрации молодняка, ветеринары не заморачиваются с обезболиванием тысячи поросят. Многовековой опыт показывает, что незрелые животные легко переносят минутную манипуляцию, и после операции без наркоза практически не бывает осложнений. Другое дело – кастрация домашних питомцев. В условиях клиники врачи используют современные препараты, так что зверь ничего не почувствует ни во время манипуляций, ни после. Времена мордой в валенок и резать на живую для собак и кошек давно прошли. Третье. Нужно обязательно родить для здоровья. Миф от создателей – выпить за здоровье, яжматерей и прочих жителей леса. Роды и выкармливание потомства – это огромная нагрузка на весь организм, и не все самки ее выдерживают. Если зверь не племенной чемпион, то не стоит пополнять список «отдам в хорошие руки», поверьте, на улице и в приюте таких сидит достаточно. Четвертое. Кот/пес/бывший муж после кастрации стали ленивыми и толстыми. Животные получают еду от человека. И только хозяин решает, сколько корма и когда получит питомец. Если вы перекармливаете зверя, который только и делает, что давит диван, не стоит грешить на операцию. Да, метаболизм животных меняется после удаления половых желез, но проблема лишнего веса решается нагрузками и правильным рационом. Пятое. Кастраты чаще болеют, и у собак может быть недержание мочи после кастрации. Подтекание мочи правдиво для крупных и средних собакодевочек, мелкие породы беда часто обходит стороной. Кошки не страдают таким вовсе. Поэтому кастрацию собак рекомендуют проводить только по показаниям, дабы не усложнить жизнь и владельцу, и питомице. Удаление половых желез и органов уменьшает риск их воспаления и опухолей, но не влияет на иммунитет. Проводить операцию или нет, решать только владельцу животного. Делайте выбор, исходя из благополучия зверя, а не ваших личных предрассудков. И помните, перед принятием подобных решений обязательно консультация со специалистом.